Всем привет! Пока цифровые системы продолжают соревноваться за лидерство, аналог тоже не спешит сдавать свои позиции. Производители аналогового оборудования все еще предлагают новые решения и продукты. И вот на один из таких продуктов мы посмотрим сегодня. Это AKK TX5000 AC. Самый мощный и компактный аналоговый передатчик в форм-факторе 30×30 на данный момент. Этот передатчик имеет мощность 5 Вт и расширенную сетку каналов в диапазоне от 4,9 до 6 ГГц. Давайте посмотрим на него поближе и узнаем, что же он из себя представляет. Итак, что у нас по комплектации? К нам в коробке приезжает сам передатчик, инструкция, на нее посмотрим попозже, переходник с MMCX на SMA и кабель для подключения с интересным моментом дросселем на кабеле питания. Об этом мы поговорим чуть позже. Как выглядит сам передатчик? Сам передатчик достаточно компактный, действительно 30×30, с радиатором, встроенным вентилятором. Вентилятор работает постоянно на одинаковой мощности, у него нет шум-управления. Массивный радиатор, много термопасты вижу. При виде термопасты после волкснейловских гаглов X у меня до сих пор начинается небольшой нервный тик. Что у нас еще интересного здесь есть? Разъемы MMCX в количестве 1 штука, кнопка для переключения режимов работы и линейка светодиодов. На нее мы посмотрим, когда мы его включим. Давайте посмотрим на его внешние габариты. Что у нас по габаритам по высоте? Данный передатчик 14,2 мм. Ну, можно считать 14 с погрешностью. Наверное, все-таки 14,2. И по внешним габаритам 36,3 по одной стороне. Заявлено 36, по-моему, ровно. 36,1, ну, значит 36 ровно, действительно. Ну и поскольку он квадратный, предполагаю, да, 36,1 по другой стороне. Давайте его еще взвесим, посмотрим, сколько он весит в полном комплекте, за исключением инструкции. Сам передатчик весит ровно 26 грамм. Переходник с MMCX на SMA добавляет нам вес до 34-35. Ну и сам кабель питания с его дросселем превращает полный суммарный вес 33 грамма. Нормально. Тяжеловатый, конечно, мальчик получился. Теперь давайте пройдемся по его техническим характеристикам. Что у нас нам предлагают? Поддержку Smart Audio. 6 уровней мощности, 25, 200, 500, 1000, 3000 и 5000 мВт. Встроенный кулер, но это мы хорошо видим. USD Configuration using Smart Audio, понятно, что раз есть Smart Audio, то он для этого есть. И входящее питание для него 14,6, 28 вольт. Ну и в целом производитель рекомендует его использовать 6 с аккумуляторами. Также у него имеется 5-вольтовый выход для подключения, например, аналоговой камеры. Ну и из того, что заявляет производитель, на этом все. Также, как я уже говорил, на кабеле питания имеется дроссель, и наличие дросселя позволяет нам снизить электромагнитное излучение в обе стороны. Дроссель предотвращает распространение электромагнитных помех от устройства по кабелю, что может мешать другим устройствам, например, аналоговой камере. Также дроссель уменьшает высокочастотные колебания, которые могут передаваться по тому же кабелю питания и мешать нашему передатчику. Теперь давайте посмотрим внимательно на частотный диапазон. Сетка каналов, как вы видите, действительно достаточно большая. Действительно, в ней 96 штук, как нам обещает производитель. Но при этом достаточно интересный момент. При всем таком обилии каналов, почему-то в сетке каналов не нашлось места рейсбенду. Окей, это было бы еще ладно, но при этом каналы перепутаны по сравнению с общепринятыми. Например, у нас, как я вижу, бенд О, он называется, находится в конце сетки. Это на самом деле бенд А общепринятый. Ну и благодаря такому количеству каналов и тому, что они перепутаны, у вас могут быть проблемы с большинством приемников. Даже не проблемы, а неудобства, потому что, например, вы привыкли искать канал А, выставляете здесь канал А, ищете канал А на приемнике, и у вас ничего не находится. Почему? Потому что у вас это бенд О. Поэтому, кстати, вот в этой табличке я сделал сопоставление, и также я сделал два файлика, один с оригинальными названиями каналов от данного передатчика, а другой я сделал, сопоставив их с классическими. То есть, если вы вставляете канал, например, А в передатчике, то и на приемнике вы можете тоже искать канал А. Ссылки на эти файлики будут в описании. Ну и поскольку у данного передатчика настолько широкий диапазон, естественно, ни одна антенна его не покроет. У производителя есть две антенны под него. Одна стандартная на 5,8, другая нестандартная, которая работает на частотах от 4,9 до 5,5 МГц, которая на 5,8
рассчитана на работу от 5,5 до 6 ГГц. И почему я акцентирую вообще внимание на антеннах? Потому что если вы летаете на каком-нибудь передатчике 200-400 милливатт, то плохая антенна не так уж и критична. Потому что, ну, например, вы будете терять, конечно, по качеству приема, по качеству картинки, но ничего страшного не произойдет. Если же вы летаете на передатчике, который выдает 5 Вт мощности, с плохой антенной, например, с КСВ-2, то мы вспоминаем, что у нас на КСВ-2 11,1% энергии возвращается обратно в передатчик и его греет. Ничего хорошего из этого не получится. Поэтому чем мощнее передатчик, тем важнее согласованность антенн. И я предлагаю посмотреть на эти антенны уже на приборе. Первым мы посмотрим антенну на 5,8. Вот эту беленькую, у которой расчетный диапазон от 5,5 до 6. У меня калибровка от 5,6, чуть-чуть как бы не захватывает ее начало, но я думаю, нам этого хватит. Так, убираем руки подальше от антенны. На удивление, я вижу, что данная антенна вполне себе приличная. То есть у нее КСВ, конечно, не идеально, 1,5 по большей части диапазона. Но, тем не менее, она достаточно приличная. Вначале у нас КСВ 1,2. Но поднимается вот до 1,5. И дальше примерно на уровне 1,5 и находится. В принципе, я считаю данную антенну вполне нормальной. При этом напоминаю, что это стандартный диапазон. Если у вас были бы какие-нибудь проблемы с этой антенной, вам ничто не помешало бы ее поменять из, например, имеющихся у вас в наличии. А вот нестандартная антенна на нижний диапазон от 4,9 до 5,5 это уже более редкий зверь, и я не думаю, что у каждого она найдется в закромах. Я прям удивлен. Эта антенна настроена практически идеально. Я вижу, что КСВ у нее в некоторых местах. Давайте остановим свипирование, чтобы я мог спокойно там гулять руками. Данная антенна настроена практически идеально. Не знаю, насколько вам хорошо видно, но, например, у нее есть КСВ 1007. Но и при этом весь ее диапазон, а напомню, диапазон у нее от 4,9. Весь диапазон у нее от 4,9. Вот здесь. Начинается, то есть у нее рабочий диапазон с КСВ 1,5. Дальше достаточно резко падает до 1,08. Чуть-чуть подрастает и потом снова падает до единицы. Ну и после чего потихонечку начинает расти, но при этом в своем рабочем диапазоне до 5,5 она остается в КСВ 1,4. Очень хорошая настройка этой антенны, я реально удивлен. То есть это, наверное, одна из лучших настроек, которые я видел пока из тех антенн, которые замерял. Отлично, если собираетесь летать на нестандартном диапазоне, то данная антенна настроена достаточно хорошо. Окей, двигаемся дальше. Ну и чтобы полноценно рассмотреть данный передатчик, давайте я его сейчас подключу к какому-нибудь блоку питания, посмотрим, что у него будет по потреблению на разных уровнях мощности, как он вообще работает, шумит, не шумит, насколько он сильно греется и прочее. Поэтому сейчас я немножко припаяюсь и вернусь уже с настроенной лабораторной работой. Итак, вот такой вот у меня получился франкенштейновский сетап. Камера, передатчик, блок питания, антенна и мониторчик для контроля. Летать мы планируем на 6S, поэтому, например, в среднем мы будем летать на 3,7. 3,7 мы умножаем на 6, получаем 22,2. Ну, соответственно, 22,2 вольта мы и выставляем на блоке питания. 22,2. Максимальную силу тока зададим в 1,5 ампера. Давайте запустим и посмотрим, не сгорит ли все нафиг. Так, он запустился. Гудит, пыхтит. Так, что у нас по инструкции с сеткой каналов, конечно же, у меня осталось за пределами досягаемости. Так, я вижу, что мощность у нас 25 милливатт. Синий у нас горит один последний, насколько я понимаю. Один последний синий, это бант У. Бант У, не помню, чему соответствует, зато я помню, что бант О соответствует банду А. Поэтому мы сейчас просто переключимся на следующий бант.
Оп. Свершилось чудо. Он работает. Не коротнуть бы ничего тут. Так, итак, мы сейчас находимся на 25 милливаттах. И что мы имеем? Мы имеем 0,34 ампера потребления. В принципе, нормально. Методом научного тыка я буду замерять температуру. Температура он холодный. Вот так выглядит его светодиодная индикация мощности, банда и канала. Все это дело расписано в инструкции, ее не стоит терять, если вы хотите переключаться вручную. Что я заметил? Если мы его будем монтировать вот таким вот образом, а это логично, камера вперед, антенна назад, то у нас будет прекрасный обзор светодиодной индикации, зато нам будет не очень легко добираться до этой кнопки для переключения каналов, если мы собираемся это делать вручную. Окей, поедем дальше. Так, следующим шагом мы пойдем по его... Где инструкция? Дайте мне инструкцию. Итак, 25 милливатт, 22,2 вольта, 0,34 ампера. Передатчик едва-едва теплый. Следующая ступень его мощности это 200 милливатт. Ага, я переключил канал. То есть сперва у нас переключаются каналы, потом банды, потом мощность. Длинным нажатием мы перешли в банды. Сейчас мы можем переключать банды. Не хочу этого делать. Вот у нас переключение мощности. Вторая мощность. Второй LED загорелся. Сейчас он, по идее, должен выдавать 200 милливатт. И потребление возросло до 0,47 ампер. 0,45, 0,47. Что у нас по температуре? Я бы сказал, что он все еще едва теплый. Не сильно теплее, чем был на 25. Окей, дальше мы идем на 500. И на этих мощностях я уже не буду долго держать его включенным. Следующая мощность 500. Потребление возросло до 55 ампер. Отскочило до 50, 47, 40. То есть хотите сказать, что на 200 и на 500 он потребляет примерно одинаковое количество. То есть сейчас он потребляет ровно 10 ватт. Вот сейчас он уже становится заметно теплый. Еще не горячий, но уже теплый. И это 500 милливатт. Следующая у нас ступень это 1000. 1 ватт в эфир. Потребление поднялось до 0,68 ампера и обратно опустилось вниз. До 55. 0,55 ампера он потребляет на 1 ватте. Не будем держать. Следующим по температуре заметно теплый. Следующий шаг мощности у нас будет 3 ватта. Если я правильно понимаю. Да, это 3 ватта. Потребление возросло до 76 и падает обратно вниз. До 66 оно упало. 65, да, и 62. Окей. И последний шаг. Не горячий. Все еще теплый. Заметно теплый. Вот, например, вот если столько держать, уже становится горячевато. Ну и последний шаг. На нем я не буду держать его долго. Не хочу рядом с собой иметь 5-ваттный излучатель. I can feel my lips getting warm, and that's crazy. The water in my lips is absorbing the radiation coming from the VTX. It's crazy. I don't think it's healthy, so let's not do it too much. 5 ватт мощности. Потребление 1 ампер. 1,04. 1,03. Да, на 5 ваттах мощности он потребляет 1 ампер. При 22,2 вольта. Окей, возвращаемся. Вот сейчас он уже становится горячий. Возвращаемся на 25 милливатт. Все, вернулись на 25 милливатт. Потребление прыгнуло обратно на 0,35 ампера, на 0,34. Остывает он достаточно быстро. Дадим ему остыть. Да, все, он уже остыл до приемлемых значений. А пока, наверное, его можно выключать. Все, что мы хотели узнать на столе, от него мы получили. Выключаем это все дело. Ух, как стало тихо и хорошо.
Единственное, что меня смущало, я опасался, что провода эти AVG-30 и AVG-30 не потянули бы 1 Вт мощности, но это не 30, я сравнил, к сожалению, визуально на глазок. По моим ощущениям, это AVG-28. AVG-28 при обдуве ветром в кваде выдержит ток в 1 ампер, поэтому, в принципе, ничего страшного здесь нет. Кстати, еще одна пометка, что сам передатчик включается не сразу, при подаче питания он разогревается в течение 5 секунд для того, чтобы не сжечь ни себя, ни все вокруг нафиг. Теперь на этом моменте осталось найти квад, на который его можно поставить, протестировать смарт-аудио, переключаются ли у нас каналы, переключается ли у нас мощность, и попробовать полетать. Вот что у меня получилось. Мне удалось найти несчастный китайский Apex, зато он на 6S, и это то, что мне нужно. Получился еще более франкенштейнистый вариант, чем был на столе, но тем не менее, что у нас есть? У нас есть VTX, подключенный к полетнику, включая смарт-аудио, камера, идущая через USB-чип, и у нас есть контрольный экранчик, который вот нам показывает текущую ситуацию. Настроил я переключение мощности, 3 режима мощности. Я сделал 25, 200, 500 на switch. Давайте проверим, как оно работает. По идее, сейчас я щелкаю. Ну и как видите, да, по свитчу мощность вот меняется. То есть идет, переходит по 3 позициям. Отлично. И надо проверить еще, как у нас работает бетафлайтовская OSD. Не знаю, видно вам или нет. Попробуем переключить канал. Вот у нас написано Band A, хотя на самом деле, напомню, это Band O в приемнике. Мы его просто переименовали для нашего удобства. Мы сейчас используем Band A, Channel 8. Давайте сделаем Channel 7. Save. Yes. И вот мы перепрыгнули. Изменилась индикация на самом модуле. Переключаемся на 7 канал. Вот на 7 канале у нас чистая нормальная картинка. Кстати, как вы могли заметить, у нас достаточно большое эхо на соседних каналах. Но возможно из-за того, что мы так расположены близко, но тем не менее на соседние каналы мы тоже попадаем. Окей, вернем давайте на... Ну почему давайте вернем? Давайте поменяем band. Например, Band A поменяем на Band B. Оставим 7 канал, Band B. Save, yes. Есть ли у меня здесь Band B, кстати? Есть. Отлично, Band B. Да, уже вижу, что картинка есть. Вот она на 7 канале у нас на Band B 7 картинка. Smart Audio работает. Ну, еще я хочу сказать, что для 5 этот передатчик все-таки великоват. То есть я попробую, конечно, разместить его в это свободное место, но сюда он размещается с большим-большим трудом. Посадочных мест 30 на 30 здесь тоже нет. Буду крепить, наверное, на двухсторонний скотч и стяжками приматывать, хотя вентилятор как раз стяжкам может помешать. В целом размер данного передатчика скорее намекает для его использования на 7, не меньше. Ну или 5, которая рассчитана под большие VTX. Например, ко мне едет рама, новый Nazgul Echo, я хочу на него посмотреть, и там есть посадочные места 30 на 30 для VTX, там можно будет это дело разместить и попробовать. Ну и вот так у нас это все дело выглядит в Betaflight на вкладке видеотрансмиттер. То есть вот уже загружена моя табличка, которая с классическими названиями бандов, то есть можно с тем же самым успехом можно, например, взять табличку оригинальную, она подгрузит оригинальное название бандов, совпадающие с бандами на передатчике, но на мой взгляд удобнее все-таки использовать табличку, которая соответствует классическим названиям, чтобы, если вы выставляете банд А в передатчике, чтобы вы искали на приемнике тот же самый банд А. Как мы убедились, все это прекрасно работает, никаких проблем с этим нет. Мощности заданы все 6 вариантов, то есть 25, 200, 500, 1 Вт, 3 Вт и 5 Вт. Файлики, еще раз повторю, прикладываю в описании видео, если нужно, можете пользоваться. Ну и окей, попробую как-нибудь из этого дела собрать что-то летающее и протестировать это в поле, если получится. Ну, как видите, в Apex 5 не удалось его заколхозить на стяжках на двухстороннем скотче, но тем не менее все-таки ему будет более комфортно и вам его собирать будет более комфортно где-то в районе 7 дюймов. 5-дюймовая рама далеко не каждая позволит установить вам такой передатчик. С другой стороны, на 5-дюймовой раме редко кто совершает дальние полеты. Для дальних полетов все-таки больше подходит 7 дюймов, а в 7-дюймовой раме ему будет гораздо комфортнее.
Обратите внимание, невзирая на то, что на кабеле питания установлен дроссель, в моей сборке, по крайней мере, все-таки камера полосит и полосит достаточно заметно. При этом совершенно нет разницы, на какой мощности мы летим. Она одинаково полосит как на 200 милливаттах, так на 1 ватте, так в принципе и на 5 ваттах. Давайте попробуем провести тест. Между мной и дроном сейчас будет расположена вот эта плотная стена кустов и деревьев. Сейчас буду пытаться опуститься пониже и посмотреть, что будет у нас с качеством картинки. Переключусь на 1 ватт мощности заранее. Да, мы теряем картинку, кстати, в момент переключения действительно. И в данный момент мы получим достаточно интересную ситуацию, когда у нас RX-связь отвалилась гораздо раньше, чем отвалилось видео. То есть сейчас мы видим, в принципе, замечательную картинку, но при этом ELRS у нас был по нулям. После этого момента хозяин дрона предложил все-таки не так рисковать и летать где-то в более досягаемых местах. И провели вот несколько таких тестов в поле. Опять-таки между нами и дроном плотная стена деревьев, вот эта, которую видите на данный момент справа. Ну и картинка, тем не менее, что на 200 милливаттах достаточно приемлемая, что приемлемая на 1 и 5. То есть вот у нас мы удаляемся от себя, сами мы находимся сзади слева. Отделяет нас опять-таки плотная стена деревьев кустарника. 200 милливатт вполне приемлемая картинка. Попробуем переключиться на 1 ватт. Заодно посмотрим, сколько это займет времени. Примерно 2 секунды занимает переключение. При этом у этого переключения, как я обратил внимание, нет разницы, с какой на какую мощность вы переключаете. Практически всегда примерно 2 секунды. Возможно, при удалении от себя на большие дистанции это время будет увеличиваться, но вот где-то в пределах там 1 километра это 2 секунды. То есть вот сейчас с 200 переключимся на 5. То же самое 2 секунды. И с 5 давайте переключимся обратно на 200. То же самое практически 2 секунды. Совершенно не научный тест, но, возможно, как бы это вам будет интересно. Ну, а теперь давайте вернемся на стол и попробуем подвести некоторые итоги. Откровенных минусов в этом видеопередатчике я не нашел, кроме полосящей камеры, но она может быть особенностью чисто моей сборки, потому что я смотрел обзоры других блогеров, в том числе, например, Сетапа, и у него камера совершенно не полосила. Поэтому полосящую камеру оставим за кадром, ну и поговорим о плюсах и минусах, которые вижу я. Плюсы можно записать: широкий диапазон мощностей, который он поддерживает, то есть от 25 милливатт до 5 ватт. Вы можете подобрать любую подходящую под ваши условия полета. В однозначные плюсы могу записать поддержку Smart Audio, что позволяет вам настраивать каналы и переключать мощность на ходу. Также в плюсы можно записать относительно компактный размер 30 на 30. Это размер, подходящий для установки в квады, но следует помнить, что не в каждую, например, 5 он войдет. Расширенная сетка каналов, я ее могу записать как в плюсы, так и в минус. В принципе, с одной стороны, вы можете подобрать канал, не мешая другим летунам рядом с вами. С другой стороны, это приводит к некоторой путанице и, может быть, неудобствам. Наличие дросселя на кабеле питания, который должен уменьшать электромагнитные помехи, это, конечно, плюс, но в моем случае, как видите, это не совсем не помогло. Минусы, которые я бы, наверное, записал: то, что у него достаточно высокое энергопотребление на высокой его мощности. В принципе, если вы летите на разряженной ионке обратно, и у вас там где-то порядка 18 вольт уже суммарно, то потребление уже будет приближаться к верхней границе, которая допустима для AVG-28. Имейте это в виду. Опять-таки, нестандартная сетка каналов, это тоже может записаться в минус, и это может быть минусом потерянный рейсбанд. Но опять-таки, я не уверен, что рейсеры будут использовать его на своих сборках для гонок, потому что все-таки 30 грамм это 30 грамм. Он скорее тут подойдет фристайлерам для полета по бандам, а там лишние 10-15 грамм уже такой большой погоды не делают. Ну и в сухом остатке про этот видеопередатчик я, наверное, могу сказать, что он все-таки в первую очередь подходит для опытных пилотов, которые знают, что и для чего им нужно. Если вы начинающий пилот, а особенно если вы начинающий пилот с не очень качественным приемником, например, каким-нибудь шлемом за 80-100 долларов со встроенными антеннами, то, наверное, данный видеопередатчик вам не самый подходящий вариант, поскольку нет смысла увеличивать мощность передачи до тех пор, пока у вас не очень хорошее качество приема. В первую очередь вам нужно заботиться о хорошем приемником, очками,
хорошими шлемом, хорошими антеннами на нем. И уже когда вы уверены, что вы выжили из приемника максимум, уже тогда можно увеличивать мощность под свои задачи. В остальном же этот видеопередатчик вполне хорошее решение для полета на дальняк, для полета, например, по банда, ну и в целом его можно рекомендовать, невзирая на его относительно высокую цену. А цена данного видеопередатчика $120 на их сайте на момент записи этого обзора. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Пишите свои комментарии, пишите, остались ли вы до сих пор на аналоге или уже давно перешли на цифру. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем буду рад, всем счастливо и всем пока.